Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, они очень разные, разнообразные. Естественно, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Находите плейлист, который вам необходим, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Не забывайте ставить лайки, обязательно пишите комментарий, подписывайтесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, большим-большим дизайнерам отдельный привет, слова благодарности. Много разных стран, много разных городов, много разных континентов. Это очень-очень безумно приятно. Спасибо вам большое за все ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с новым узорчиком, но с ниточками, с которыми мы уже работали. Кто давно на канале знает, что мы с этими ниточками делали много узорчиков, даже с такой палитрой делали, да? Но что-то давно мы не вязали данными ниточками. Сегодня хочу вам показать узорчик. Итак, значит, называются ниточки, новички, кто еще не знает. Alize Angora Gold Simli. Так. Итак, в 100 граммах здесь находится 500 метров. По составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как она блестит, переливается? Это металлическая ниточка. Советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу 3 по своей плотности. Так? Меня, в принципе, устраивает. Вы можете брать свою пряжу, не обязательно такую же, свою. Узорчики универсальные. Но читайте аннотацию, что вам здесь советуют, какой крючок. Да? Итак, пока не забыла. Цвет 27. На камеру передается точно так же, как он есть на самом деле. Очень интересный цвет. Итак, нам здесь советуют из данной пряжи вязать что? Шали, палантины, накидки и так далее. Но не останавливайте свою фантазию, вяжите кардиганы, кофточки и так далее, и так далее. Хорошо? Ну что, свяжем? Итак, ребята, девчата, кто еще не вязал с данной пряжей, смотрите, как она выглядит. Вот, вблизи. Вот я ее разматываю, получается. Так. Вот. 3 ниточки, да, 2 получается, это шерсть акрил и 1 блестящая ниточка, это металлическая ниточка. Видите, ворсиночки есть, но они небольшие, то есть пряжа не сильно пушистая, есть пушистее намного. Но для новичков бывает, что вот эти ворсинки мешают при вязании, то есть вы не берите самый маленький крючок, берите средний крючок, во-первых. Во-вторых, когда будете вязать, обязательно просчитывайте заранее, что будете вязать, сколько количество петель, какое количество столбиков. Если ошибетесь, распустить будет трудно. Возможно, но сложно. Итак, сегодняшний узорчик получается. Схемки у меня, к сожалению, нет, потому что узорчик я буду вязать по готовому образцу. Раппорт узорчика сегодняшнего будет равняться 10 петелек. Я наберу 2 раппорта и дополнительно по краешку наберу еще дополнительные петельки, чтобы узорчик красиво, ровно лег и закончился. Поэтому я буду набирать 35 воздушных петелек. Итак, все как всегда. Есть. Петелька фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот наш будущий образец. Далее. Можно будет пропускать нужно будет пропускать большое количество воздушных петелек, поэтому, так как много новичков, я покажу вам с дополнительным рядом. То есть 3 петельки подъема вначале делаем. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. По 2 петельки. 2, 2. Есть. И вот так мы будем провязывать в каждую петельку нашей цепочки. То есть накид, в следующую петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Накид, в следующую, так вот прям по порядку, не пропускаете. Угу. И весь ряд провязываете столбиками с накидом. Объяснила вам, да, что новичкам будет сложно пропускать большое количество воздушных петелек, чтобы не ошибиться. А, смотрите, за верхушки столбиков, когда вы точно не ошибетесь. Итак, вот так вот провязываем до конца ряда. Считайте, сколько вы набирали петелек, сколько у вас должно быть столбиков. То есть, если я набирала 35 воздушных петелек, у меня должно получиться 35 столбиков. Не забывайте, что вот эти первые 3 петельки подъема, это тоже столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков я уже провязала. Давайте вместе провяжем до конца ряда, да? В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте.
Так, вот наш вспомогательный ряд готов. Теперь мы можем уверенно провязывать наш узорчик. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И следующие 2 столбика мы провязываем как столбики с накидом. Раз и 2. То есть получается вместе вот с этими 3 петельками подъема, так, это получается раз, два, три. 3 столбика с накидом. Это у меня будут кромочные столбики. Вы можете делать 5, 7, 10, сколько угодно, смотря какое у вас изделие. Можете вообще не делать. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Смотрите, пропускаем, получается, здесь 4 не воздушных петельки, а 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5 ныряем и провязываем столбик без накида. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5 столбик, вот в 5 столбик, смотрите, что делаем. Накид. Нырнули в 5 столбик, вытянули ниточку, не провязываем, тянем и держим на крючке. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3, 4, 5. Мы будем делать пышный столбик. Количество петелек, количество накидов зависит от вашего желания. Чем пышнее, чем больше получается вы наберете петелек, тем пышнее будет ваш столбик, но тем больше он съест пряжи. Поэтому смотрите на ваше усмотрение. Сколько хотите, сделайте петелек, столько накидов. Все вместе провязали, оставили 2 петельки на крючке, провязали 2 петельки вместе. Вот такой пышный столбик. Конечно, чем пышнее он, тем эффектнее. Но смотрите, пряжа кушает. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Опять сюда же, в этот же столбик ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. Потянули, получается, ниточку. Раз. И держим на крючке. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. 4, 5. Все вместе провязали. Остались на крючке только 2 петельки. Теперь 2 петельки вместе провязали. Еще один пышный столбик. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И опять сюда же нырнули. И опять точно так же провязываем. Пышный столбик. Накид раз. Накид 2. Накид 3. 4 и 5. Все вместе провязали и затем 2 петельки вместе провязали. Понятно? То есть у вас получается вот как бы вот такой вот веерочек из 3 пышных столбиков. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5 ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И вот в 5 столбик будем провязывать точно такой же, получается, веерочек из пышных столбиков. Понятно? То есть все. Получается у вас арочка, столбик, арочка, пышные столбики. Арочка, столбик, арочка, пышные столбики. И так далее провязывайте на всю длину вашего образца. Договорились? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот такая красота. Заканчиваю я, получается, видите, как я начинала 3 кромочными столбиками. Вы здесь можете, повторю, сделать 5, 7, 10 и так далее. И я уже сделала второй ряд кромочных столбиков, чтобы вас не отвлекать, да? Вот, что делаем дальше? После вот этих вот кромочных столбиков делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее, смотрите, накид. И перескакиваем сразу же вот в эту первую арочку. Вот наш веерочек из пышных столбиков, первую арочку. Все пропускаем и в арочку. И провязываем в арочку 5 столбиков с накидом. Итак, 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом, сюда же 4 столбик с накидом и 5 столбик с накидом. Вот, 5 столбиков. Далее, внимание, накид. И вот мы в верхушку нашего пышного столбика ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. Накид. Опять возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. И у нас получается вот такая вот рогаточка. Поняли? 5 столбиков в арочку, в верхушку рогаточка. И дальше в следующую арочку провязываем точно так же 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4 и 5. Вот, и у нас получается вот такая вот был как бы веерочек, состоящий из пышных столбиков, а теперь над ним возвышается 5 столбиков, и между ними рогаточка. Понятно? Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять мы переключаемся полностью, перепрыгиваем вот в первую арочку нашего вот этого веерочка из пышных столбиков. И опять точно так же провязываем 5 столбиков с накидом. Так? Потом в верхушку провязываем рогаточку и в следующую арочку 5 столбиков с накидом. Понятно? Несложно, да? Вот. Давайте точно так же, как здесь, провязывайте. Дальше 3 воздушные петельки и опять кромочные столбики. Несложно. Давайте. Так, вот, смотрите. Получилась вот такая красота. Идем дальше. Опять провязываем 3, ну, в моем случае, да, будет 3 кромочных столбика. 3 петельки подъема, поворот и последующие 2 столбика провязываем столбиками с накидом. 1 и 2. Есть. Далее, получается, у нас наша с вами задача повторять точь-в-точь самый первый ряд. Понятно? То есть мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И ныряем вот в эту вот арочку, нашу самую первую. Делаем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот эти вот последующие, получается, наши вот эти вот пышные столбики будем вязать вот за эту арочку. Понятно? Несложно. Итак, нырнули, вытянули ниточку. 1, накид сюда же 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сюда же ныряем и провязываем еще один пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. И еще раз сюда же. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. И вот в эту арочку, да, нашу ныряем и провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. И опять вот в рогаточку провязываем точно такой же веерочек из пышных столбиков. Понятно? Вот, все, давайте до конца ряда. Несложно. Скажите, совсем несложно. Все, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот, провязали, получается, до конца ряда. Так. И я уже начала опять кромочными столбиками следующий ряд. И получается, сейчас мы будем повторять точь-в-точь второй ряд. Помните, да? То есть мы делали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот переключаемся сразу же в первую арочку. Вот там, где наши, получается, веерочки с пышных столбиков. И провязываем 5 столбиков с накидом. Помните, да? Потом получается рогатка и опять 5 столбиков с накидом. Несложно? Несложно. Смотрите, по итогу у вас получается всего лишь 2 ряда. Пышные столбики, обычные столбики с рогаткой, пышные столбики, обычные столбики с рогаткой и так далее, и так далее. Давайте сделаем образец несколько рядочков и увидим, в принципе, что в итоге получается. Должно получиться очень красиво. Договорились? Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот несколько рядочков я провязала. Вяжется очень легко, вы сами поняли, да, всего лишь 2 рядочка. Вот такая красота. Красота получается у нас двусторонняя. Видите? Выбирайте сторону, которая вам больше всего нравится. После того, когда я уже связала, да, вот так скажем, небольшой образец, я решила, что можно сделать не такой дырявчатый. То есть, когда вы между вот этими столбиками не будете делать вообще воздушных петелек. То есть, он у вас будет немножко поплотнее. Поняли, да? Вот. И будет красиво. А так, если хотите больше воздушности, да, то, естественно, можете делать большие вот такие вот арочки из воздушных петелек. Красота, я думаю, да, вашу копилочку узорчиков. Что это может быть? Палантинчик однозначно, да? А потом уже смотрите, возможно, это будет жилеточка, да, то есть точно так же под жилеточкой будет находиться для контраста какая-либо блузочка, там, водолазочка и так далее. Это может быть то же самое и кардиган, и кофточка. Может быть, может быть. Пишите в комментариях, вязали ли вы данным узорчиком, что вы вязали, какие ниточки использовали, да, тоже очень будет интересно. Давайте посчитаем. Если, получается, я набирала здесь 35, да, воздушных петелек, сколько это у нас получилось? Это у нас получилось, этой же, получается, пряжи, этой же плотностью вязания, крючком, ну вот 16,5 сантиметров. Так, а здесь получается сколько рядочков?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И начальный получается 9. Да? Давайте по самой высокой точке, так скажем, замерим. Это 13 сантиметров. В принципе, неплохо, да? Опять же, для разнообразия. Тянется очень хорошо. Ну, сами понимаете, да, воздушных петелек очень много. Вот так вот он хорошо тянется. Красота, красота. Не сложно, совсем не сложно. Ниточки берите любые. Крючок, естественно, подбирайте под пряжу. Естественно, смотрите, если это у вас будет летние ниточки, то летние изделия. Если зимние ниточки, то зимние изделия. Угу. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы эти новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе, плюсик внизу справа здесь есть. Вы можете посмотреть данное видео в любое удобное для вас время. То есть он будет у вас сохранен в вашем плейлисте. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.